Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш семейный психолог Кулешова Ольга. И сегодня мы поговорим с вами о психологической устойчивости и о том, как различить истинную и ложную психологическую устойчивость. Стресс, кажется, подстерегает нас за каждым углом. Мы испытываем его, когда в жизни что-то меняется, например, или когда мы сталкиваемся в нашей жизни с такими вещами, которые, к сожалению, изменить не можем. Начиная с потерь, которые являются частью нашей жизни, и заканчивая неудовлетворенными потребностями. Как же со всем с этим справиться? Конечно, здесь встает вопрос о том, насколько мы можем выработать у себя психологическую устойчивость. Что же такое психологическая устойчивость? Психологическая устойчивость – это способность быстро восстанавливаться после стресса или процветать в неблагоприятных условиях. К сожалению, мы не можем избежать в нашей жизни взлетов и падений, однако мы можем использовать такую естественную способность нашего организма к восстановлению и исцелению. Вопрос лишь в том, как нам помочь себе. Существует разница между истинной психологической устойчивостью и ложной психологической устойчивостью. Ложная психологическая устойчивость возникает тогда, когда эмоции подавляются, и мы перестаем их осознавать и глубоко чувствовать. Ложная психологическая устойчивость характеризуется отсутствием чувств, а спокойный, казалось бы, непринужденный внешний вид подталкивает нас к ложному выводу, что, возможно, с нами все в порядке, ничего не случилось, и мы действительно психологически устойчивы. Это позволяет нам, взрослым, появляться, к примеру, на работе и выполнять также свои какие-то обязанности. А ребенку учиться в школе, несмотря на стресс. Но вот истинная психологическая устойчивость полна чувств, которые могут быть очень сильными и расстраивающими. К примеру, очень часто я наблюдаю это у подростков, которые рассказывают о том, что у них внутри одиноко, что внутри некомфортно. Они вообще делятся о страхе, об одиночестве и небезопасности. Ложная психологическая устойчивость происходит от отсутствия выхода этих эмоций, чувств, в то время как истинная психологическая устойчивость требует больше чувств, а не меньше. К примеру, если родителям важно, чтобы их ребенок был психологически устойчив, то необходимо быть внимательным к чувствам своего ребенка. Родителю не стоит рассеять их тяжелые чувства или убежать от них, или закалять их такими фразами, как, например, «соберись», «не дай себе раскиснуть». Конечно, нам трудно принимать эти эмоциональные бури, которые сопровождают стрессовые ситуации. И чаще всего мы утрачиваем это понимание того, что крайне необходимо детям помогать в проживании этих чувств. Сильными нас делает не отсутствие уязвимых чувств, а способность принимать их. Поэтому очень важно уметь выражать грусть, которая обязательно возникает, когда что-то пойдет не так, как мы хотим, или как хочет наш ребенок, например. В стрессовой ситуации очень важно, чтобы был рядом такой человек, который смог бы разделить наши чувства. Это тот человек, на которого мы должны опираться в непростые времена. Но очень важно иметь опору и поддержку, или дать эту опору и поддержку своему ребенку в тот момент, когда с ним произошло что-то неприятное, когда он столкнулся с какой-то стрессовой ситуацией. И нам очень важно искать и открывать те каналы, которые помогут ребенку выразить, например, свои чувства, которые помогут ребенку выразить свои чувства. А для нас самих эти каналы тоже могут быть разными. Как правило, мы можем выражать эти чувства через музыку, через живопись. А для детей мы рекомендуем это делать через игру. Это может быть игра с песком, это может быть лепка, это может быть рисование, или же просто показать, продемонстрировать, проиграть все то, что случилось с ребенком в тот или иной момент его жизни. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. А в следующем видео мы поговорим с вами о том,
какие условия необходимо создать для психологической устойчивости ребенка.